Итак, друзья, швартуемся. Мы в парке Остров Фортов, город Кронштадт. Совершим обзорную прогулку по этому замечательному парку. Я вам покажу, что здесь есть, что изменилось за год. Я был, сразу маленький спойлер, здесь, наверное, год назад, и территория увеличилась раза в 3, по моим субъективным оценкам. Поэтому мы заходим, и первое, что, проходя прямо, поворачиваем налево. Видим макет подводной лодки. Ну и нас встречает такая инсталляция под названием «От парохода до атомохода», с обзорной площадкой наверху. А на первом этаже, насколько мне известно, там сейчас ресторан. Всевозможная информация об вооружении, пушках, устройстве кораблей. Конечно же, в большей мере это максимальный интерактив для детей. Небольшой амфитеатр. Ну и сейчас по лесенке поднимемся наверх. Все 2 часа вот думали о туалете, об еде, да? Видна практически вся акватория и основной фарватер. Можете себя почувствовать настоящим капитаном. Ближайшее, что нам здесь виднеется, это порт Петр I. До него можно, кстати, будет дойти ногами. Мы как зашли в парк, повернули налево, и это по большей части такая локация для детей и всех, кто с детьми. Сейчас вы увидите, почему я так говорю. Здесь справа веранда ресторана с таким замечательным видом. Так, подойдем, наверное, к карте, чтобы сориентироваться. 35
Пятница. Мы находимся сейчас примерно здесь. О, парк у нас вот такой громадный. В центре этой площади указатель с направлениями и километрами. Городов. Архангельск 753 километра, Лиссабон 3598, Гонконг 7580, Петропавловск-Камчатский 6672, так, давайте еще какой-нибудь Санкт-Петербург туда. Владивосток 6600. Смотрите-ка, здесь на камешках какой-то, наверное, альбатрос. Альбатросец. Ну и, наверное, крошек. Ерошек. Очередь к нему была. Лавочки для возлежания и принятия солнечных ванн. Ну и вот начинается совсем детская зона. Таким стилизованным маяком-горкой, точнее горкой, стилизованной под маяк. Там новые Верандочки для пикника. Нет, поехали, берем. Знаешь, сколько ему лет? Но мы туда пойдем, не пойдем. Мы разворачиваемся и возвращаемся в центральную часть. То что-то слишком громко там. Так, есть бесплатные туалеты. Сразу с кофейным аппаратом. Так сказать, не отходя от кассы. Для детей активных и владеющих двухколесной техникой рампа. Чили. Качели корабль. Как видите, даже иногда бывают свободны. Мы уже все поняли. Конечно же, всевозможные указатели по всему парку. В принципе, заблудиться, потеряться или что-то не найти тяжело. Такой компас, солнечные часы. Были большие лягушки. Пошли.
каждым годом все больше и больше петербуржцев, да и в принципе туристов приезжают в Кронштадт, и в Кронштадте все больше и больше локаций, где можно замечательно провести время. Не всегда это идет в плюс, ну, в частности, самому Кронштадту. То есть дороги не справляются, нет должной пропускной способности. Поэтому, если поедете на собственном автотранспорте, то рассчитывайте, что придется или постоять в пробке, заезжая в Кронштадт, или имея какие-нибудь проблемы с парковкой. Так, тут у нас справа опять большая зона для развлечений детей. Сейчас, наверное, будет временами задувать в микрофон. Мы подходим уже опять к морю, к береговой линии, и с моря достаточно сильно сегодня дует ветер. Здесь у нас опять качельная история. С таким маяком в центре. И какие-то надписи. Так, а здесь какие-то уже мосточки с приватными скамеечками в виде ростр от лодок. Ну, под нами тут воды нет, газон. Сейчас мы направляемся к форту Петр I. Я вам всего лишь покажу направление, до самого форта не пойдем. Это я уж оставлю вам на самостоятельное, так называемое домашнее задание. Так, здесь у нас кассы Нева Travel. Не реклама, но просто озвучу, что можно обзорную экскурсию по фортам осуществить. Ну или же на теплоходе уехать в город прямо до Дворцовой набережной, до Эрмитажа. Так, а здесь у нас что? Выставлено информационные щиты о том, что мы как раз сейчас дойдем. В данный момент происходит строительство музея военно-морской славы здесь на территории. То есть мы сейчас подойдем здесь, ну и дальше до форта Петр I. Но мы к форту не пойдем, свернем сюда на набережную, и вот в этой всей локации строится музей. И центральным объектом этого музея будет
первая советская атомная подводная лодка К-3, Ленинский комсомол. Она уже доставлена, она уже установлена. Ну и вокруг нее возводят музей. Вот, видишь, как воробья строят? Сейчас пойдем по уже дорожке, ведущей к форту Петр I, и у нас под ногами будут старинные рельсы. По ним, видимо, доставлялось что-то прямо в форт. Такая вот узкоколеечка. Справа у нас тоже исторические здания. Они отреставрированы. Имеют, конечно, совсем сильно современный вид. Такой прям чистенький. Но это все отреставрировано. Не новодел. Впереди у нас форт Петр I. А слева там у нас сам Кронштадт. Мы сворачиваем. И, надеюсь, не сильно задувает. Мы сворачиваем направо. И это вот как раз музей военно-морской славы. Строится. Люди туда идут. Людям интересно. Здесь какой-то в масштабе сделанный фрегат парусный. Я тут пытаюсь прикрыть микрофон от ветра. Музей еще делается, и, соответственно, туда мы сегодня не пойдем. Сворачиваем обратно к парку. Зона отдыха на пеньках, зона для игр в шахматы, спортивная площадка. Думается мне, вот здесь красная дорожка, это для велосипедов. Здесь, по которой сейчас идем, грунтовая для пешеходов. Но сильно у нас не парятся об общем комфорте. Вот здесь это, видимо, зона отдыха на пеньках, так называемая. Слева еще облагораживают территорию.
Так, действительно, прям спортивная площадка, и прям не для только детей, но тут и взрослые могут себе очень сильно и достаточно потренироваться. Всякие кроссфитеры и ежи с ними. Даже для стритбола сделан участок. На площадке Давай. Да. Все это от небезызвестной фирмы. А ты это можешь? Ты это можешь сделать? Ну, как мы видим, пользуется популярностью, но только из любопытства, видимо. Так, сделали кружок и вернулись к кассам Нивы Travel. И это значит, нам надо поворачивать налево. Вообще не было. Вообще не было? Матвея не было, но это было. Так, парк хоть и уже работает, но Мы приезжали. идет какое-то постоянное облагораживание и улучшение. Здесь вот по левую руку обновляют красочку. Адмирал флота Советского Союза Горшков. Да, теперь Горшков переделан под авианесущий крейсер. Или нет, Киев. Так, ставлю вам QR-код. Ставьте на паузу. Сканируйте. Мама, смотри, какой огромный график. Адмирал Крузенштерн, как говорится, человек-пароход. Адмирал Ушаков. Адмирал Спиридонов. Ну и император всероссийский адмирал Петр I. Такая вот аллейка. Сейчас, смотрите, проведем небольшую рекогносцировку на местности.
Москва, номер 7, аллея Героев Российского флота. Вот сюда на карту подойти, да? Ну и нам надо карту объекту, посвященный Литке. Ага, открытый в 2022 году. Вот так вот. Памятник — это у нас теперь арт-объект. Но на самом деле мы уже подходим к зоне, как я говорю, едалин. Все-таки душа душой, а покушать иногда хочется, да? Соответственно, ранее, там, год назад, здесь еще была площадь вот с такими фудтраками, как Теремок. А сейчас уже площадь озеленили. Здесь и этот арт-объект в виде памятника. Ну и сделаны уже достаточно хорошие, качественные, закрытые от непогоды места, где вы можете перекусить. Мы подошли к самому началу, мы оттуда заходили, сделали полный круг по всему парку, ну и заканчиваем здесь. Поэтому приезжайте, если есть время, если надоест жарким Петербургом, жарким летом в Петербурге за город, сюда, в Кронштадт. И в Кронштадте, помимо самого Кронштадта, есть такой замечательный парк. Поэтому спасибо, что были со мной. Лайки, подписки. Вы все знаете. Пока.